Баскет тату. Всем привет, с вами Елена Баски, и я сегодня в Кислотном. А это значит, у меня наконец-то получилось связаться с великолепным Алексеем Машковым прямиком из Нью-Йорка. Привет, Алексей. Здорово, всем привет. Слушай, ну в наше время сейчас невозможно обойтись без вопроса. Как вы там? Ну, мы на самокарантине сидим, без нужды не выходим на улицу, как бы, ну так, обстановка, не сказать, что веселая, вот, статистика ухудшается, мы каждое утро обновляем, пока что еще все идет только вверх, вот, сидим без работы уже третью неделю, вот, и, скорее всего, будем сидеть до лета также, ну, то есть... Чисто только вылазим за продуктами. Ну, как бы есть народ, кто гуляет по улицам, бегают здесь, спортсмены к Олимпиаде готовятся. Да, все резко начали заниматься спортом. Ну да. Когда хорошая погода, так вообще просто все парки переполнены. Мы один раз вышли, посмотрели на это и подумали, что лучше мы дома посидим. Я думал, у вас жестко все. А так все. Ну, как бы Нью-Йорк, тут дофига народу и такой контроль как бы. Ну, по ногам не стреляют, и слава богу, я поняла. Ну, давай начну с такого вопроса. Почему Нью-Йорк? Ты же вообще россиянин, по идее. Почему ты выбрал именно Нью-Йорк? Не Сан-Франциско, не знаю, что там еще могло ты выбрать, Германию. Ну да. Ну, во-первых, я не очень люблю теплую погоду, вот, и поэтому Нью-Йорк мне как-то ближе в этом плане. И, ну, Нью-Йорк, потому что, наверное, музыка, фильмы, и вообще рос я на американской культуре. То есть ты за Notorious? Да, конечно, у меня татуха есть на ребрах Notorious. Так что я как бы все время, был вдохновлен этим городом, и, как-то всегда казалось, что это какая-то другая планета, вот, и была такая цель попасть сюда однажды, и как-то я вот так вот потихонечку. Ну, ты делал какой-то ресерч? То есть я немножко влезу со своей копейкой, я не была на том побережье, мы были в Калифорнии, и мы там объездили кучу городов, и когда я попала именно в Сан-Франциско, я просто охренела вообще, я не могу это объяснить, ты просто попадаешь и думаешь, вот здесь я смогу творить. Как вот, ты чувствовал какой-то флоу, я не знаю, как это... Ну, конечно. Нет, я хочу сказать, что все штаты вообще прикольные и по-разному. Мы делали туры такие, мы брали в рент машину и проезжали от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса через все штаты. И как бы все по-разному красиво, везде своя атмосфера, но здесь как-то я себя больше вижу как татуировщика, как артиста. На данный момент я, не буду говорить, что я здесь останусь навсегда, может быть, я бы попробовал пожить и в других штатах, но на данный момент, да, меня тащит именно от этого города, потому что он никогда не спит, и тут постоянно какая-то движуха происходит, и, в общем-то, все так быстро-быстро. Хорошо, собственно, этот вопрос был не к тому, что я бы сейчас начала задавать, как перебраться тату-мастеру, это все херня, кому надо, он уже там. Либо он, по крайней мере, сделал какие-то шаги, чтобы перебраться. Мне больше интересует вот именно это самое вдохновение, потому что в твоих работах, мне кажется, постепенно какие-то кусочки Нью-Йорка ты вставляешь туда. Как ты их себе вообще, на заметочку берешь? Фотографируешь, может быть, или что ты делаешь? Да, это в основном прогулки по городу. Вот здесь очень много интересных мест. Как бы декорации города, они и присутствуют в моих картинах. Я хожу, делаю фотки, потом занимаюсь какими-то холстами и как-то все это вставляю туда. Хорошо, тогда вопрос неоднозначный. Как ты думаешь, можно творить красоту, живя в деревне в Подурюпинской области? Да, стопудово, 100% есть своя красота во всем. На что обратить внимание? Может быть, наличники, не знаю, красивые бомжи лежат, пьяные, что? Да, в деталях, красота, она в деталях, поэтому можно и сидя в комнате, мне кажется, творить и придумывать прикольные вещи, просто складывая свои какие-то бытовые предметы, я не знаю. Так, сейчас, секундочку. Подождите, сейчас у нас... Кто что?
Надеюсь, не водку ты пьешь из бокала? Не, папин самогон. О, серьезно? Как вы доставляете самогон? Есть свои каналы. Вот это интересно. В бутылке запускаете в океан, и она плывет с запиской. Да, да. Сынку Лешеньке. Ладно. В твоих работах гигантское количество граффити. Скажи, какое ты имеешь к этому отношение? Вандалил, вандалишь и вандалить будешь? Ну, я хочу сказать, что на самом деле я имею такое посредственное отношение ко всей этой движухе, потому что у меня никогда не было никакой ни крю, я не был там прорайтером никогда, но попытки предпринимались там еще в 10-х годах. Вот, но последние 2 года я так плотно на это подсел, пересмотрел свое отношение и как бы стараюсь в этом направлении развиваться. Когда бываю в Москве, встречаюсь там с ребятами, которые меня берут на какие-то вылазки, мы там, да, вандалим. Вот. Как бы хотелось бы заниматься этим чаще, вот, но здесь, к сожалению, у меня нет возможности, потому что здесь все это очень строго наказуемо. А вот расскажи, это мой, кстати, следующий вопрос. Как вообще с этим обстоит? Это, ну, как регулируется? Ну, здесь серьезно, здесь даже есть такая организация, как Vandal Squad. Они занимаются чисто отловкой граффити артистов, вот, и поэтому тут движуха очень серьезная по этому поводу, и тебя могут взять за жопу, даже если ты приклеишь какой-нибудь маленький стикер где-нибудь на светофор или на стену, потому что много машин undercover стоят на улицах, то есть это менты, но просто под гражданских, в гражданских машинах, и ты никогда не можешь узнать, типа. И тебя даже за такую мелочь могут отвезти в участок, там, впаять штраф и продержать там какое-то время. Вот. Учитывая мой статус, так как я не гражданин этой страны, вот, мне это грозит депортацией. Вот, и как бы... За маленькую наклеечку. Ну, даже за такие пустяки. Вот. А как бы, но тем не менее, весь город забомблен, везде в самых вообще невероятных местах можно увидеть там на крышах, на каких-то баннерах, билбордах, типа тачки, все раскрашено, вот. Ну, и порой, конечно, руки чешутся, и делается это где-то когда-то по ночам. Но надо с этим поаккуратнее здесь быть. Если бы у меня было уже гражданство, я бы, наверное, не парился и занимался этим здесь больше. Ну и плюс, конечно, татуировка отнимает большую часть времени, и как бы тут надо выбирать. Слушай, ну а как ты думаешь, если бы это было бы не так противозаконно, было ли бы это так заманчиво? Нет, наверное. В этом-то и прикол. Ну, это как спорт, наверное, да. Да, вот это интересно. Потому что есть же всякие официальные стены, ну, на которых можно... Есть, да. Бывает. Тут тоже проводят и фестивали всякие в специально отведенных местах, как бы райончики есть, как бы можно подавать заявки, участвовать. Ну, конечно, да, это не то. Меня больше привлекает не какие-то красивые там стены, там, произведения, там, стрит-арт. Мне больше нравится как раз вот такое быстро, типа нарисовал и свалил, типа кривое, покривее, побыстрее. Ну хорошо, давай потихонечку перебегать к татуировкам. Ну, в твоих работах я вижу лица людей цветными красками. Это первое, да? И, соответственно, ну, про граффити мы уже поговорили. С рэперами все понятно. Фотопортреты рэперов, всяких узнаваемых персонажей из фильмов и так далее. Это все для меня объяснимо. Marina Abramović. Как она оказалась в этой тусовке? Что это за клиент? Это как придумал? Да, и вообще, кто это, твое предложение или это человека предложение? Для тех, кто из наших людей, кто смотрит, не знает, это бабушка перформанса, да, наверное, как ее назвать? Да, я слышал, она еще детей ест там, и вообще сатанистка какая-то страшная. Скорее всего, через вагину она ест их где. Ну, там что-то вообще, да, невообразимое. Я как бы, ну, про нее мало чего знаю, но клиент мой, да, донес некую информацию, это была идея его, как бы я просто выбираю интересный ракурс, фотографию, которая подходит больше в плане просто изображения, вот, а как бы идея и месседж, и даже там порой меня просят конкретные слова или фразы ставить. Ну, что я могу про нее сказать? Не знаю, такие идеи, у всех свои идеи, мне нравится, как бы я
через своих клиентов иногда узнаю что-то новенькое. Это прикольно. Это, Поэтому, кстати, да, огромный плюс, да, нашей профессии, потому что всегда, и, во-первых, люди интересные, а во-вторых, рассказывают много интересного. Просто кто не знает, читайте, у нее был интересный, сумасшедший перформанс «Фаза 0» в каких-то вообще 70-х, где ее там кололи, резали. Ну, про это, наверное, все слышали, но не знают, кто это. И просто я первый раз вижу такую нестандартную личность, чтобы человек портрет себе ее сделал. Это вообще очень круто, необычно. Причем на другой стороне ноги я ему сделал Киану Ривза из «Матрицы». А, это он же? Да. Киану вообще очень крутой, и тоже прям я заценила его. А были какие-то так. лица, которые ты не делал? Типа, фу, некрасиво, я не буду тебя делать. Или мерзкий член общества? Нет, не припомню такого. Может быть, я отказывал несколько раз, когда просили там сделать портрет своей жены или своей собаки очередной. Мне немножечко это надоело все, и как-то я вот отказываю людям. Хорошо, с надписями. Вот ты чуть-чуть упомянул это. Я подготовилась, и все, что я нашла, я так поняла, что ты не сильно даешь интервью, это буквально пару фраз на каком-то вообще среди просто участников ходили и опрашивали. Ты сказал, что из Рашки ты свалил, потому что люди не понимали, почему надо делать портреты и не делать какие-то тупые фразы, типа, или слова, или символы и так далее. Вот, собственно, ты немножечко интегрировал все равно эти надписи в лица, избежал так по-хитрому. Вот, как раз ты уже чуть-чуть сказал, что люди просят какие-то фразы вписывать. Как ты вообще выбираешь? Понятно, что это твоя фишка, да? На каждом лице есть твоя подпись. Или не на каждом? Да, я тегаю все лица. Ну, как и на стенах, да, я также оставляю свое. Мне даже иногда, я помню, когда забывал там вставить свою тегу, меня клиенты просили, говорят, а где твоя тега? Поставь, пожалуйста, оставь. То есть здесь люди именно за этим и приходят. В России, когда я делал татухи, все говорили пипец. Он еще и свое имя везде оставляет. Почему, да, ты еще сказала, свалил, где-то я говорил, что я свалил из Рашки. Но не то, чтобы я прям свалил оттуда, но недопонимание среди клиентов у меня было, потому что люди как-то не особо хавали. Были те, кто адекватно относились к этому, а были те, кто абсолютно не понимал, зачем я это делаю. Прикольные портреты, но нафига ты все портишь какими-то фразами, какие-то чернила пускаешь изо рта, что это такое, бред какой-то. Просто сделай мне мою женщину с надписью на надгробном камне. Да, да и здесь тоже такое было. Я помню, на конвенции пару лет назад выставлял тоже свою татуху в номинацию в какую-то, и судьи также сидели, рассматривали татуировку и сказали, моему клиенту, он мне потом передал, что, да, сказали, офигенно сделана татуха, но, нафига все эти, граффити, все эти теги, что это такое, это непонятно. В Нью-Йорке? Это было в Филадельфии. Я так по конвенциям бегал, пока там документы собирал, мне нужно было. Вот, я не особо любитель. Но, да, бывали случаи, когда народ не догонял. Но, надо продолжать делать. Если нравится, делаешь дальше. Хорошо, еще одна узнаваемая черта твоих портретов – это всегда желто-красные белки глаз. Мне это напоминает фильм «Марс атакует» вперемешку с «Терминатором». Почему такая агрессия? Почему ты не бьешь единорогов, блюющие радугой? Я просто совместил все, что мне нравится в своем стиле. То есть мне нравится музыка, соответственно, стиль 90-х, 80-х, граффити, и я очень люблю хоррор фильмы ужасов, и всякую крепоту, поэтому мне не хотелось делать супер сладкие татухи, и для этого, наверное, я начал экспериментировать с глазами, пускать какие-то чернила, то есть ужаса наводить, мне как-то это близко, у меня весь арт, все, что я делаю, все холсты, они немножечко жутковатые, не для всех. Скажем так. И правильно, мне кажется. Мы с тобой немножко затронули современное искусство. Я в каком-то видосе у твоей прекрасной жинки
увидела, или как-то в подписи, что она назвала тебя современным художником. Вот, мне хотелось узнать, ну, называешь ли ты себя так, вообще был где-то тоже проскочило, что, возможно, ты закончишь с татуировкой в какой-то момент и такой, типа, с картиной стоишь, типа, с намеком. Как ты собираешься двигаться в этом направлении? Потому что мне это вообще все дико интересно, как это происходит и как люди к этому, ну, приходят. Да. Насчет завязывания с татуировкой, походу, так и произошло через некоторое время. Сейчас все на карантине сидят, никто татухи не делает. Да, и я прям плотно начал заниматься живописью, вот, и на самом деле мне, чтобы развлечь себя в 4 стенах, нужны только холсты, краски и все. И я просто так балдею. Эти 2 недели были очень плодотворные, написал кучу холстов, вот, и мне кажется, я бы и смог дальше так же, как бы, существовать и кайфовать. Fuck off, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Fuck popo. А насчет того, называю ли я себя современным художником, ну, отчасти, да. Вот. Хотелось бы больше просто заниматься живописью, чтобы быть таким прям полноценным художником, потому что, как я уже говорил, татуировка отнимает, ну, практически все мое время, и это очень сложно перестраиваться там, с татуировки на живопись. Я всегда старался хотя бы 1 раз в неделю, ну, у нас есть четверги, мы там пишем в студии, либо пишем по домам, ну, кто как, кто где может. Вот. Но сложно порой, чем-то одним надо заниматься более профессионально, что ли. И поэтому татуировка как-то вперед вырвалась у меня, и нету времени заниматься живописью. То есть я не участвую ни в каких выставках, ну, точнее, участвую, когда появляется какая-то возможность, и если там все схвачено, но так, чтобы там ходить по галереям, чтобы там за свое имя как-то топить, такого еще у меня, ну, нету. То есть как бы в кругу, наверное, профессиональных художников про меня никто не знает, вот. Поэтому я еще пока что такой начинающий, стартующий. Ну, ты согласен, что для того, чтобы тебя как-то признали в тусовке, надо просто быть в нужное время в нужном месте, ну, помимо твоего таланта? Стопудово, как бы, да, мы тут с супругой общались на эту тему много раз, это да, это постоянно нужно ходить, светить своим фейсом и как-то... Ну, что-то делать. Винишко попивать. Алексей, смотри, столкнулась с такой историей по поводу наших современных художников и так далее. У меня есть моя маленькая коллекция, я собираю оригиналы, ну, работ и принтов, и не принтов. Проблема в том, что очень многие, кому я пишу, из тату-мастеров, из просто, ну, художники продают в основном, тату-мастера всегда зажимают. И либо они не отвечают, либо они пишут: нет, я не продаю. И я говорю, что, может быть, просто ты еще не знаешь, не пробовал, но они тоже меня игнорируют. Почему? Я заметила, что в твоем аккаунте появилась такая функция, что возможно купить, ну, твой холст. Почему кто-то не продает? Потому что я слышала такую версию тоже от одного мастера, что, возможно, они не продают свои работы, потому что боятся больше не написать такого классного чего-то. Ну, типа, вот я сделал свое сокровище, буду его все время с собой в могилу заберу. Будет гроб из моих картин. Почему? Что за жмотничество? Людям жалко продавать свои картины, потому что они ассоциируются у них с каким-то пройденным этапом их жизни. Вот. Второе, я не буду говорить за всех, наверняка у всех разные причины. Я лично не продаю свои картины, ну, как бы все свои картины я не продаю только потому, что я собираюсь сделать когда-то персональную выставку в один день, вот, и как бы мне нужны они. Но сейчас, да, ты права, у меня появилась информация, что я начал продавать какие-то холсты, но я бы не сказал, что это что-то, что мне действительно важно, вот, это какие-то мои попытки, наверное, реализации чисто на продажу, то есть они и были написаны с этой целью, то есть все остальное, как бы то, что у меня есть, оно у меня хранится также для
для своего звездного часа. Ну, это, кстати, интересно. И вот тогда уже, после того, когда все это прогремит, возможно... Да, и именно по этой причине я, кстати, не делаю принты, потому что я знаю, что многие там художники, татуировщики пишут какие-то картины, там рисуют что-то, потом делают принты и продают. Вот. Много запросов приходит, типа, есть ли принты вот этой картины или той. Я не делаю принты специально, потому что это как бы уменьшает стоимость оригиналов. Ну хорошо, смотри, я знаю, что у тебя классическое образование, и ты сам сказал, что ты очень много времени тратишь на, написание, да, то, что вот да. есть такое. Поэтому расскажи мне, как ты относишься к максимально концептуальным художникам. Некоторые, мастера, кто работает очень много и тратит очень много времени на написание холстов, очень много времени на образование, совершенно не понимают, почему вот этот вот мазок кровью из носа — это что-то очень высокодуховное. Как ты к этому относишься? Ну, я считаю, что это такая палка о двух концах, потому что есть технари, кто делает офигенно, качественно там какую-либо живопись, и есть идейные чуваки, кто закладывают интересную какую-то идею, но с визуализацией у них какие-то проблемки бывают. Но опять же, тут нельзя это все сравнивать, потому что это то же самое, что сравнить традиционную татуировку и реализм. То есть это разные идеи, разные основы, и как бы и то круто, но по-своему. Вот, поэтому как бы лично я стараюсь совмещать и технику, и идею в своих картинах. Вот. А за остальных не буду ну-ка, расскажи говорить. нам свою идею. А идея у меня... На самом деле, бывает такое, что идея появляется уже в процессе написания. То есть мне нравится какая-то картинка, я иду, допустим, фотографирую что-то на улице, какое-то событие, или там просто машину стоящую. Я ее фотографирую, я знаю, какой формат холста я буду делать, я начинаю это делать, и в процессе у меня уже появляются какой-то ассоциативный ряд, еще что-то, и я уже собираю это все в идею. Бывает и от другого. Бывает, что я сначала придумаю идею, и потом уже начинаю ее визуализировать. То есть, как бы везде разные идеи. Я не хочу сказать, что там какие-то прям серьезные идеи, то есть какие-то прикольчики, может, какие-то еще А вот, кстати, интересные расскажи-ка замуты. мне еще, как художнику напитаться? Может ли художник сидеть, почесывая пузико перед телеком и хавая куриную ножку, набраться каких-то идей, не знаю, с потолка? 100%. Ну, если он телевизор смотрит, то это 100%. Можно там столько идей взять, или там, если есть интернет в квартире, то вообще пушка. Но даже просто без интернета, без телевидения, сидя дома, можно придумать. Это же все твое воображение. Ты можешь просто сделать какую-нибудь интересную сцену из своих там кружек, кастрюль, бокалов, я не знаю. Можно целую драму развернуть. Да, поэтому как бы это все в твоей голове. Просто надо это тренировать, да. Это насмотренность и попытки, да, как-то это все пожить. Музыка еще очень сильно. А вот, кстати, расскажи про музыку. Я вот этот вопросик не успел задать. Все-таки рэп или маечки AC/DC? Я не могу сказать, что я бы выбрал что-то одно. Типа вот слушать, я не рэпер и не панк. То есть, да, мне нравится разная музыка абсолютно. Просто так получилось, что как бы две абсолютно разные культуры, типа там метал какой-нибудь там и хип-хоп, вот, они мне нравятся одинаково, с одинаковой силой. И все, что между, и все, что по бокам, тоже, все, откуда это растет. Как бы я обожаю разную музыку, все зависит от настроения. Люблю посещать концерты живые, вот, и какой-нибудь там и black metal могу заслушать, и какой-нибудь там супер агрессивный черный рэп. Вот. Так что музыка я вообще обожаю, да. У меня даже винил я коллекционирую по чуть-чуть, и как бы, да, в разных как бы отраслях. Ну хорошо, тебе же когда-то было 14, ты же был за кого-то. Если ты хочешь спросить, какие у меня группы были в детстве любимые, то
у меня была любимая группа Nirvana. В это же время у меня была любимая группа Onyx. Это хип-хоп из Квинса, такой агрессивный. Ой, расскажи мне. Кстати, некоторые здесь даже не знают, кто это, особенно У молодые. них просто не было этих толстовок черных, на которых были Nirvana, Да. Onyx, Naughty by Nature там. И третья группа — это Prodigy. Вот, поэтому как бы, ну, абсолютно разные как бы направления. Наверное, потому что у меня было там 3 кассеты этих исполнителей. Но они как-то так да, и они как-то так попали ко мне в руки, видимо, это судьба была. И, ну, вообще, всякую музыку люблю. Ну хорошо, Кроме, иди вот- кроме. Давай, скажи Забыл, это. кроме русского рока. Эй, а мне сказали, кроме русского рэпа, между прочим. Не, русский рэп, ну чё, Кровосток мне нравится, я был на концерте Кровостока даже раза 3, наверное. Я тоже Мне была. очень нравится. Считаю, Это был что самый странный потрясающе. концерт в моей жизни. Помимо музыки, граффити, мрачничка и хоррора, весь этот коктейль, который ты засунул в шейкер и кинул на холст или на человека, в твоих работах присутствуют тачки. Ну-ка, рассказывай про Да. тачки. Что за 3 Да. тачки у тебя? Машины. Да, у меня три машины, они все в России остались, вот, по сервисам. Там, я делаю какие-то доработки, прокачиваю там время от времени. Ты по Вот, у меня скайпу все просто смотришь, такой, ого, моя Ну, у меня машина». есть там, у меня там есть люди, которые, доверенные лица, которые ездят по сервисам, заказывают запчасти, устанавливают, вот. А я как бы, да, по фотографиям, по видео контролирую это как-то. Вот. Но вообще машины, да, занимают огромную часть вообще в моем сердце. Я обожаю тачки. Ну У вот меня, почему? наверное, Ты это- связывал это с чем-то? Ну, это все, я думаю, от отца как-то перешло, потому что он очень любит автомобили, и когда я был малой, и мы ездили с ним, он мне постоянно показывал, там, вот это что за машина, и, там, какая марка, или какая модель, и я ему там отвечал, как экзамены такие сдал. Ну, не то чтобы экзамен, но просто такая развлекуха была. Вот, и как-то с тех пор я не скажу, что я там какой-то механик, там, и я люблю вкопаться в движках, я больше за визуальную как бы часть. С эстетической точки зрения мне как-то вот нравятся машины, мне нравится их история. Мне больше нравятся старые, машины да? разных периодов. Мне нравятся маслкары 70-х, мне нравятся 80-х машины, 90-х. Как бы у всех этих машин своя история, своя какая-то сила и дух того времени, когда они катались с полной силой по дорогам. Вот. А сейчас они стоят здесь на обочинах, покоцанные, какие-то там поцарапанные, разбитые, но у них, ну да, они как люди, машины как люди со своей историей, То есть настолько ты же интересные. Можешь купить машину, отодрать обивку, а там 20 килограмм кокаина просто оставили в 80-х. Или там, ты не Вообще. знаешь, кого убили на этом сиденье. Обожаю. Да, конечно. Запахи еще у них там у всех разные. Определенные, это вообще отдельно. Поэтому да. Чем тебе машины КамАЗы это- не угодили, расскажи? КамАЗ там, ВАЗик. С грузовиками как-то не очень. Я все вот пока что по легковым машинам там. Ну ты пишешь увлекаюсь. наши советские, патриотические? Советский? Не знаю, нет. Видимо, из-за того, что этого много было как-то рядом, я, наверное, наелся, что ли. Мне все-таки нравятся какие-то определенные машины, которым я вот выражаю симпатию. Но это точно не КамАЗы и не отечественный автопром. Увы, Белваз, отдыхайте еще. Ладно, про музу. Возможно, фем-активистки нас накажут за это слово, потому что, наверное, уже это сексизм так в отношении женщин говорит. Хотя, кто знает, может быть, ты ее муза. Расскажи про свою прекрасную красавицу-жену. Вообще, как вас так жизнь состыковала, что, ну, как мне кажется, у вас получился такой сильный творческий тандем. Она снимает для тебя видосы, насколько я понимаю. Ты ее дрючишь, наверное, как вредный муж. Ну, это была любовь с первого взгляда. Вот, мы встретились уже больше 11 лет мы вместе. Вот, и как-то мы проходили вместе все этапы вообще становления. И, ну, как бы да, у нас офигенный союз. Мы поддерживаем друг друга и как бы помогаем в плане творчества также, потому что
Безусловно, она профессионал в своем деле, вот, и она мне помогает там с видосами, с какой-то там визуализацией каких-то там проектов моих, потому что я как ужасный клиент для татуировщика, бывают такие, которые приходят и говорят, типа, сделай мне что-нибудь, я не знаю что, но должно быть круто. Вот я примерно так же, да, я примерно так же ей объясняю, как мне нужно, чтобы она сделала то или иное видео, вот, там, показываю, руками жестикулирую, вот, но она как бы все это собирает и, ну, делает офигенную работу. Конечно же, у нас порой расходятся наши видения. Но это даже интересно, потому что иногда она мне может что-то подсказать и сказать, вот посмотри с этой стороны как. Либо там я могу сказать, давай мне что-нибудь помрачнее, покриповее и музыку пожестче туда ставим. Вот. Ну и так вот как-то собирается. А кто, кстати, за музыку отвечает в вашей семье? У тебя вообще такая максимально стайловая музыка всегда. То, что касается моих видео, это все мои подборки. Она все-таки она также обожает музыку, которую я слушаю, но предпочитает более какую-то спокойную, можно так сказать. Ну ладно, признайтесь, Аллегрову подслушиваете иногда? Да, конечно, конечно. На праздниках можно и Аллегрову. Шальную императрицу. И да, это вообще никто не отменял. Ну хорошо, вопрос такой. Возможно, он кому-то поможет. Ты слышал, что художник должен быть бедный, нищий, желательно, в грязной квартире с тараканами, с истеричной женой или просто без ноги. Ну, короче, надо обязательно страдать, чтобы творить. Вот ты как к этому? Вы итальянская семья, ссоритесь вообще? Как вы? Ссоримся, конечно. Ну, как без этого? Нужна какая-то разрядка. Вот. Но, в общем-то, я слышал, что сейчас на карантине вообще такой кризис. Некоторые там не могут выносить друг друга и там поножовщина. И, в общем-то, у нас без этого мы, наоборот, кайфуем и офигеваем. Насчет того, что художник должен быть голодный, я, наверное, соглашусь, но только... Это зависит, наверное, от человека все-таки, потому что все художники разные, и кому-то нужно, да, голодать, там, я не знаю, наркоманить и просто сходить с ума. Мне достаточно офигенной там жены, хороших отношений, типа, ну, мне без этого никак. Поэтому у всех своя степень голода, то есть, ну, я не знаю, даже как-то затрудняюсь ответить на этот вопрос. У всех свои... Как это сказать? Ну, рычажки творчества, наверное, да? За что надо дергать? Ну да, у всех. Ну хорошо, давай закругляться потихоньку. Все-таки у нас времени достаточно, сейчас будем писать все дружно. Расскажи, может быть, каких-то современных, несовременных художников, на которых ты равняешься, или которые тебе просто нравятся, или, может быть, татуировщики какие-то, кого бы ты выделил. Просто у нас в программе, в нашей телепередаче всегда одни и те же почему-то татуировщики выскакивают. Давай нам нестандартных. Давай сначала с художников начну, потому что по поводу татуировщиков сейчас затрудняюсь ответить сразу так сходу. Вот, из художников, ну, лично мои 3 самых любимых, это, наверное, Рембрандт будет, потом Веласкес, вот, и касательно, может быть, кого-то современного, это Фил Хель. Здесь такой есть американский художник, очень интересный. Если будет кому-то интересно, посмотрите. Я добавлю. Вот, да. Ну, потому что Рембрандта и Веласкеса все знают, в принципе. Но это как бы отцы. Наивный парень Алексей. Это отцы, но их надо знать. Потому что, блин, Малевича все знают. Да, почему-то, кстати. Ну да. А таких ребят, действительно заслуженных, порой никто и не слышал про них. Вот, насчет татуировщиков, я, кстати, даже и не задумывался насчет... Ну, мне вот нравится, точно могу сказать, вот этот паренек, он, по-моему, с Италии, Брэндон Чиза, да. который делает анимешек таких. Мне нравится подход его, так же, как он себя, ну, позиционирует, вообще весь его и образ, и как бы весь Инстаграм. Я не фанат аниме вообще, то есть я не смотрю, меня эта культура вообще ни капли не прикалывает, но как он это исполняет, мне очень нравится и по душе. Чётенько, да, чистенько. Да. И так, еще по татуировкам. Ну,
Я всякий традик смотрю, мне нравятся всякие там такие примитивные, дурацкие, знаешь, бывают Ну давай, пожалуйста, скажи. А то я просто боюсь соврать по имени, просто, знаешь, смотришь на аватарку и уже знаешь этого татуировщика, а имя его никогда не выговаривал. Сейчас я попытаюсь найти, секундочку. Ну, то есть ты не гнушаешься такими, типа, простыми татуировками, знаешь, как, типа... Есть же реалисты, которые такие, нет, лучше, чем лица людей цветными красками, ничего в жизни лучше нет. Ой, да нет, я считаю, что... Ну, это все вкусовщина, об этом можно говорить бесконечно. Вот. Лично на себе, допустим, я предпочитаю только черно-белые татуировки, хоть я и делаю цветные. Вот, я просто, у меня смуглая кожа, и на мне уже есть опыт, есть парочка цветных тату, которыми я не очень, типа, доволен, но черно-белые татухи меня прут дико. Вот, допустим, недавно я себе леттеринг прикольный сделал у паренька из Чили, у Алмаса. Он приезжал делать гест-спад у нас в студию, и вот я закатал себе вокруг колена интересный такой шрифт. Вот он, кстати, интересный парень, потому что это такое новое как бы... новое движение в леттеринге, и он такой очень самобытный, интересный чувак, даже, в принципе, сам по себе, даже не только как артист, а просто как персонаж. А насколько важно быть, кстати, помимо хорошего мастера-техника, быть еще человеком? Ну, то есть, кто-то же такой, как тебе сказать, просто такой тютя, он только вышел, короче, картоху жарил, и вот сейчас татухи бьет. А кто-то прям такой в образе, там, ходит в соснах, там, или еще что-то. Ну, тут тоже как бы есть, знаешь, в крайности не надо впадать. Там бывают такие крутыми татухами забитые ребята, а делают какую-нибудь просто херь. Вот. Но зато забиваются у всех самых топовых там татуировщиков, и на себе у них галерея отпадная. Вот. Бывают те, кто с портаками ходят, но делают клево. Ну, как бы, я считаю, что, во-первых, да, татуировщик должен иметь татуировки по-любому на своем теле. То есть я немножечко так с опаской отношусь к людям, кто вообще без единой татуировки садится делать там, знаешь, и даже если они делают прикольно, я все равно так немножечко... Извините. Да. Вспомнил, кстати, как зовут татуировщика, которого бы я порекомендовал посмотреть. Ван Татуер, W-A-N Татуер. Вот такой вот тип. Он делает такой лютый, ну, наверное, традик. Ну, в общем, классный парень. Ну, хорошо. В общем, если вдруг кого-то вспомнишь, ты мне пришлешь, я просто добавлю поверку. Обязательно. Просто, опять же, я общаюсь с кучей художников и татуировщиков, и как-то там одного выделять тоже было бы неправильно. Мне, в общем, нравится там. Могу, да, вот сказать, что типа есть там в плане там реализма там какие-то отцы, они всегда были, там, допустим, тот же Дэн Сивак, с которым мне посчастливилось и поработать, и подружиться, и мы теперь вот так вот бок о бок сидим в студии, вот, и как бы есть у него чему поучиться, ну и там и всякие деды, там, типа Дэна Яковлева, там, Самохин, Ника Хуртада. Дэн бы обиделся на деда. Ну, я им говорю, и я так в шутку говорю, ну, что там, старый, как дела? То есть у нас уже такая, да, потому что я молодняк, они меня считают вообще пиздюком. Вот, но как бы это интересно, у нас все равно обмен опыта. А, кстати, знаешь таких татуировщиков, которые вообще не общаются с другими мастерами? Ну, ты думаешь, вообще нужно ли общаться мастеру с мастерами? Или и так нормально? Не знаю, не могу ничего сказать. Прям вот есть те, кто только общаются. Я не знаю, зависит, наверное, давай скажем так, зависит от того, какие татухи он делает. Если он делает клевые татухи, то пофигу, общается он, не общается. Некоторые просто, знаешь, доходят до того, что люди просто гоняют по конвенциям и базарят только друг с другом, а делать нифига не делают. Вот это, кстати, прям очень крутое замечание. Я с такой стороны, не смотрела. Ой, Алексей, спасибо тебе огромное за наш чудесный разговор. Я очень рада, что ты согласился. Я заходила с разных сторон вообще, как могла. Я надеюсь, мы максимально быстро переживем весь этот карантин.
Я уже прям даже и не знаю, ты как рассчитываешь подольше посидеть и пописать или все-таки потатуировать? Ну, я уже вошел в такой режим карантина. Мне дико нравится, на самом деле, заниматься холстами. И как-то сейчас даже так с неохоткой я думаю о том, что, блин, татуировка, опять татуировка. Есть такое. Я вот думала, что я тоже буду отдыхать, но по факту что-то как-то куча всего дела образовалась, и я вот... Но зато, видишь, пишем видео. Это прекрасно. Все, тогда я тебя отпускаю. Наши Хорошо. дорогие зрители, все ссылки на Алексея будут у нас внизу, в описании этого ролика. Наслаждайтесь, вдохновляйтесь и теребонькайте, как обычно. До новых встреч. Все, не болейте.